Вера Васильевна после развода с мужем испытала такое огромное облегчение, сравнимое разве что со счастьем. В последнее время он был невыносим, его раздражало все, абсолютно все. Она несколько раз предлагала разойтись, но это только еще больше бесило его. «Куда я уйду, дура?» – орал он. Квартира была подарена отцом Веры при условии невозможности размена. Но неожиданно муж купил себе квартиру и ушел. Сыну звонил иногда, ей никогда. Вере было 42, вполне могла устроить свою жизнь, выглядела молодо и привлекательно, но в душе осталась выжженная земля после такого замужества, и она решила побыть одна. Поэтому ухаживание Олега она встретила настороженно. Но он был настойчив, вовсю распускал павлиний хвост. Вера видела, что нравится ему. Да и он был хорош, что говорить, умен, остроумен, и внешность вполне приятная, плюс явная мужская харизма. Олег знал много забавных историй из своей прошлой жизни, он был раньше следователем, а сейчас занимал пост начальника охраны очень серьезной фирмы. Как-то Вера спросила, почему он ушел из полиции. «Да я на этой должности в 10 раз больше получаю», – отшутился он. Но потом признался, что его выгнали. Подписку я сделал одному мошеннику финансовому, он и удрал в Израиль. Не бескорыстно сделал, конечно, со смехом добавил. Вера была шокирована. Выросшая в советской интеллигентной семье, воспитанная с четким представлением, что хорошо, что плохо, она не могла принять такое его мировоззрение. Не могла, и все тут. Отношения охладились. А Олег увлекся не на шутку. Глаза – зеркало души. А они у него так и светились счастьем. Да и отец Веры обожал Олега. Отец был еще слаб после болезни, и Вера не хотела расстраивать его, продолжала встречаться с Олегом. И Олег решился. Купил красивое дорогое кольцо и сделал предложение. Вера отказала. «Олег, мы с тобой разные люди, ничего у нас не получится». Олег переменился в лице. Хотел что-то сказать, не смог, махнул рукой и вышел. Прошел месяц. Он не звонил, не появлялся. Как-то Вера увидела его в метро, с трудом узнала, какая-то опустошенность в нем появилась, усталость, безразличие. К счастью, он сел в другой вагон. Сердце дрогнуло, забилось. Вера растерялась. Может, она сделала ошибку? Ведь тоже скучала без него, что говорить. Отец спросил: «Вы что же, поссорились с Олегом? В кои-то веки нормальный мужик тебе встретился. Сейчас не модно говорить это слово, но ведь он любит тебя. Это дорогого стоит. Ты не все знаешь про него. Я вижу, какой он человек. А поступки бывают разные. Может, он раскаялся 100 раз. Пригласи его ко мне, поговорить хочу. У тебя есть его телефон, позвони сам». «Я не буду». А у Веры начались сомнения, терзания. Очень хотела встретиться, очень, но пересилить себя не могла. Он позвонил сам. «Вера, отец приглашает меня на день рождения. Что скажешь?» «Приходи», – прошептала она. В прихожей они бросились друг другу в объятия. Куртка полетела на пол, и остальную одежду потом собирали по всей квартире. К отцу в тот вечер так и не пошли. Заявились только на следующий день. Отец все понял, и объяснять не пришлось. Как-то она спросила: «А если бы тебе на этой работе предложили взятку, ты взял бы?» «Моя глупая девочка, если бы я взял на этой работе взятку, то за свою жизнь не дал бы и цента. Понимаешь? Я вижу, тебе это не дает покоя. Я другим стал, когда тебя встретил, совсем другим. Веришь?» «Наверное, верю. Пойдешь за меня?» Я кольцо другое купил, то несчастливым оказалось. «Да, я согласна». «Вот и славно. Завтра же идем подавать заявление, а то еще передумаешь». Оказалось, что ждать нужно 3 месяца. Олег возмущался. «Какого черта? Я жениться хочу». Вера смеялась. «Вот и хорошо, будет время кому-то из нас передумать». «Не говори так. Я не переживу». Вера преподавала в гимназии английский язык и считалась очень хорошим учителем, к ней даже переходили из других классов. Начинались каникулы, а у Олега шеф уехал в отпуск. Поэтому решили воспользоваться моментом и съездить куда-нибудь вместе, отдохнуть. Выбрали Крым. Море было еще прохладным, но им нравилось, оба не любили жару. Потом Вера вспоминала эти 2 недели как самые счастливые в своей жизни. Объедались черешней, первой клубникой. По вечерам сидели в ресторанчике на берегу моря, пили шампанское, ели семгу, приготовленную на гриле. Он укрывал ее пледом.
Счастье, вот оно. Но иногда вдруг тревога закрадывалась в душу, не может быть все так хорошо. Отпуск закончился, надо возвращаться. Вера все лето жила на даче, Олег приезжал на выходные. В тот приезд он был какой-то напряженный, сам не свой. Наконец, она не выдержала. «Рассказывай, что случилось. Я узнал, что на шефа готовится покушение, а ты знаешь, что я отвечаю за его безопасность. Он слушать ничего не хочет, даже защитный жилет не надевает, не верит. Умнейший мужик, а так себя ведет легкомысленно. Завтра у него день рождения. Гости будут в самый опасный момент. Нельзя расслабляться. Собираются у него на даче, а там лес рядом. Прости, зря я тебе рассказал. Я за тебя боюсь. Какие сейчас разборки? 90-е прошли давно. Я думаю, это личное. Возможно, из этих 90-х след идет. Они еще намаукнутся. Я поеду с тобой. И на пикник с тобой пойду. Что ты глупенькая? Со мной ничего не случится, а если я его не спасу, не прощу себе. Я приеду вечером. Он уехал очень рано, а Вера провела весь день в тревоге. И когда вечером вдруг зазвонил телефон, она уже знала в душе, что случилось плохое. Вера, это Михаил звонит, помощник Олега. Жив, в реанимации. Меня тоже зацепило в руку, так ерунда. В нашей городской пока в Москву не повезли, далековато. Приезжайте. Вера сразу же вызвала такси. Ей казалось, что едут медленно, умоляла таксиста, совала деньги, наконец, приехали. Ее пустили в реанимацию. Олег был без сознания. Она села рядом, взяла его руку. Удивилась, какая она холодная, старалась согреть, дышала на нее, разговаривала с ним. Просидела всю ночь, а под утро задремала. Пришел врач. В соседней палате никого нет, ступайте, поспите там. Мне нужно капельницу поменять, перевязку сделать. Она послушалась, ушла. Но спать не могла, вернулась. Вечером Олег пришел в сознание, открыл глаза. «Мне нельзя умирать, свадьба скоро», – прошептал он. И тут уж она разрыдалась.